Приветствую вас на канале «Где ходит ваша удача?». Повезет ли вам в жизни? Удача ли вам по судьбе? Улыбнется ли вам птица удачи и счастья? Здесь сигнификатором вашей удачи выступает карта Клевер. Это карта, в которую нужно вложить свою мечту. Сейчас она перед вами выложена, и вы вкладываете в эту карту свою мечту. В Ленорман любая карта может быть сигнификатором. То есть это вопрос. Карта – это вопрос, а следующие, которые за ней будут, это ответы. Я сделаю гранд-табло, расклад на все карты Ленорман, грандиозное табло. Все будут ответы на ваши вопросы. А мечту свою вкладывайте в карту Клевер. Это энергетическая мечта ваша. О чем вы мечтаете? Сейчас подумайте об этом, представьте себе эту мечту в красках, в деталях. Развейте ее, как это все будет развиваться, где это будет происходить, когда, какие люди будут вокруг, как вы будете выглядеть, в какой одежде вы будете. Привлекайте свою мечту себе на счастье. А я сейчас сделаю расклад на все карты, и мы посмотрим, в чем вам повезет. Первая карта, которая вышла, вынимаю прямо перед вами, это карта женщина. Это карта ваш сигнификатор. Это ваша особо прекрасная. Это госпожа, вы, кто смотрит. И поэтому расклад общий, он как заказанный, потому что ведь ваша энергетика, у вас будет удача. Вы смотрите на карту Клевер. Значит, ваша удача обязательно исполнится. Ваша мечта исполнится. И скоро исполнится, потому что коса – это скоро. Скорее всего, вы загадали для себя что-то стабильное. Но мы сейчас можем поговорить тет-а-тет, правда же? Ведь никого там нет возле вас. И я здесь одна в студии вместе с вами. Поэтому мы сейчас с вами можем просуждать на вашу тему, посекретничать, да? И поэтому я скажу прямо. Вы, очевидно, мечтаете о стабильности. Может, кто-то из вас, девочки, загадал себе стабильное здоровье, крепкое, да? Карта якорь – это стабильное здоровье. Может, кто-то из вас загадал себе стабильных друзей. Ну, вы у меня любимые стабильные друзья, конечно. Ну, может, вы загадали себе. Я с удовольствием буду с вами дружить. Может, кто-то загадал себе мужчину, любовь. А это стабильный мужчина по карте якорь, который держит свое слово, выполнит все обещания, как и положено мужчине. Что-то они такие мелкие стали сегодня, да? Очевидно, они забыли о их главном предназначении. Главное рыцарское предназначение – служить своей даме сердца. Дама сердца прямо в раскладе. Вы смотрите на карту Клевер, а это значит, что ваша мечта будет сбываться. И когда, отвечает карта коса. Скоро. Это карта урожая. Уже нужно пожинать урожай. Ваша мечта будет сбываться скоро. А также карта якорь говорит о том, что, скорее всего, вы подумали сейчас, да, о чем-то касательно, может быть, работы или любви. Работа будет постоянная. Кто-то постоянную работу захотел для себя, постоянные деньги. Все это сбудется, девочки. А теперь мы смотрим, есть ли препятствия, да? Есть ли препятствия у вас на пути к вашей цели. И что мы видим? Мы видим, что есть препятствия, но мы их победим. Сейчас в этом раскладе мы все препятствия положим на косточки, да, как бы на лопатки, как в борьбе, да, и победим. Почему? Потому что расклады эти, как вы видите, из 4 карт все будут здесь. Первая карта – сигнификатор, остальные 3 отвечают на вопрос, как добиться успеха, как добиться исполнения желаний. Или лилия – это значит исполнится желание, несмотря на препятствия, несмотря на какие-то там разговоры злые, что там кто хочет, тот делает, но он собаки лает, караван идет, да, а ваше желание обязательно сбудется. Это очень хорошая карта. Лилия говорит, что да, есть негативщики, есть люди, которые против вас. Они настроены против вас, потому что они просто злые люди и больше ничего. Ну, а злые люди, все знают, что они злые. Когда люди говорят плохо о других, мы же понимаем, что они говорят сами о себе, да? И вообще о человеке нужно судить не потому, как о нем говорят, а что он говорит о других. Вы знаете этот закон природы, закон Вселенной. Так что пусть себе там крысы бесятся, да? Горы нам по плечу. То есть, другими словами, если бы не было лилии, я по-другому, конечно же, читала расклад. Но читаю я расклад триадами, и она читается
поступательно, то есть первая, вторая, третья карта, да, сигнификатор клевер, сбудется ли ваша мечта, сбудется, преграды уйдут. До сих пор вам не везло, скорее всего, потому что крысы говорят, что был негатив, кто-то какой-то подклад подложил, какую-то порчу наслал, проклял. Но, понимаете, они же себя сами проклинают, понимаете? А вот по горе кто-то поставил препятствие между вами и любимым человеком, препятствие между вами и карьерой, но все это уйдет. А любит ли вас мужчина? Давайте будем спрашивать. Вот интересно, крыски проиграются или нет, любит ли вас мужчина? Вначале я даю вам возможность выдохнуть и посмотреть карту без слов. Карта мужчины вышла. Да, медведь Ленорман – это достойный и верный мужчина, который обожает. Он обожает вас как свою даму сердца. Помните, сказала о даме сердца? И карта Луна – это, конечно, вы его дама сердца. Медведь – это ваш мужчина, который порвет всех крыс ради вас. Еще одну возьмем. Спросим. И карта судьбы выходит карта книга. Этот мужчина, о котором вы сейчас задумали, вам по судьбе. Вы, может быть, многие девочки загадали себе мужчину. И я вам скажу, что видно в этих картах. Мужчина, которого вы загадали, он вам по судьбе. Он вас обожает, страстно желает, это все медведь, страстно желает прийти к вам на свидание. Луна, возлюбленный, придет на свидание, вызовет вас на свидание, даст о себе знать, даст весточку, скажет, что соскучился, хочет встретиться. И это свидание будет записано в книгу ваших Акаши, то есть в книгу хроники вашей судьбы, девочки. Вы с ним одно целое, пара нерушимая. Там лилия, да? Видите, внизу я уже выкладываю карты, которые мы с вами отработали, но все же они открывают вам намеки, делают. Вы, госпожа, вышли первая в раскладе, о чем здесь говорить? Ваша мечта обязательно встретится, обязательно сбудется. Мужчина встретится, я перепутала, но то, что я перепутала, все во благо, все правильно я перепутала. Мужчина сбудется и мечта встретится, или наоборот, но то и другое хорошо. А сейчас мы посмотрим, да, что он готовит вам, что он вам готовит. Ну и негатив, если есть, если эти крыски должны проиграться, они, конечно, еще раз проиграются. Ну, посмотрим. Если негатив еще, да, и что он вам готовит, первый вопрос был, и второй вопрос, если негатив. Окей, готовит он вам понятно, что, здесь без лишних слов. Иногда слова лишние, вы знаете, хочется просто посмотреть на карты и послушать тишину. Я иногда делаю расклады без слов, кстати. Итак, у нас здесь кольцо, он вам готовит подарок, он предложит вам руку и сердце. Если девочке еще не предложил, он обязательно это сделает. Потому что нормальный, достойный мужчина должен это сделать. Вот и все. Рыцарь вашего сердца. Здесь может быть подарок какой-то материальный, либо же, опять же, он скажет: давай будем вместе, потому что я без тебя не могу, мне без тебя плохо, ты дополнение меня, ты моя половинка. Обо всем этом кольцо. Ну, вы знаете, я кольцо очень часто трактую, вы, наверное, знаете. Без слов и так понятно. Но вот крыски, я спросила, проиграются ли еще крыски. К сожалению, крыски еще есть. Ну, то есть негативная энергетика, я имею в виду, да. Но вы не волнуйтесь, я специально так вот немножко облегчаю это все, ваш крест, да, пробую облегчить. И я вижу здесь у вас лиса и змея, может быть, две подружки, или мама и подружка, сестра и мама. Его мама и ваша мама. Ну, хотят доказать, что их дитяти самое лучшее, достоин лучшего варианта. А сейчас посмотрим, будете ли вы вместе, несмотря на вот эти все змеи, крысы и лисы. Будете ли вы вместе? Этот расклад триада, это ответит на этот вопрос. Все, будет ясно и четко. Триада, карты понятные, символы такие, что каждый поймет, да? Будете ли вы вместе? Ну, правда, выбрать карты, выложить их на стол, ну, это же, конечно, энергетика, да, идет, девочки. Ставьте лайки, потому что я вкладываюсь. Кстати, вот когда делает расклад предсказатель, он свою энергию меняет на информацию для вас. Вы послушайте, что я говорю. Свою энергию я меняю на информацию для вас. От вас ожидаю хотя бы лайк. Итак, будете ли вы вместе, несмотря на крысок, лис и змей? Я вам скажу однозначно да. Да и еще раз да. Звезды, сад
и сердце. Как вы думаете, будете ли вы вместе? Клевер рядом с звездами. Ваша мечта сбывается, у вас звездная дорога. У вас дорога счастья. Это ваша путеводная звезда, которая приведет к чему? К гармонии в сердце. Потому что сад – это гармония, а сердце – это любовь. Сейчас сбывается ваша мечта, вы идете по дорожке своей судьбы, и у вас будет любовь в сердце. Спросим, хорошо, расскажи нам еще немножко о нем, кто это, что это за мужчина, который по судьбе, может, он у вас уже есть или еще будет. Вы его узнаете, этот ряда покажет, что это за мужчина. Знала, что она выйдет, потому что она есть в лиловых сумерках. В лиловых сумерках есть карта гадалки, девочки, где выходит гадалка, а это грандиозный расклад на все 36 карт. И, кстати, его повторить невозможно одинаково, невозможно, потому что каждый раз, когда карты перетасовываете, другой вариант выходит. Так что грандиозные расклады все разные. Туда, куда смотрит гадалка, там самое главное для вас, девочки, информация. Okay? Замечаем, мотаем себе на ус. Туда, куда смотрит гадалка, там для вас самая важная информация касательно мужчины, потому что собака. Помните, перед началом этого расклада я спросила, расскажи нам, пожалуйста, оракул Ленорман, какие его главные характеристики? Солнце, сильный, успешный, материально обеспеченный, стабильный мужчина, который вам по судьбе, который будет любить вас, стараться вам угодить. Следующий расклад. Если предупреждение, вышла гадалка, девочки. Гадалка сказала, главное, что он вас любит. Но есть ли предупреждение? В общем, пока нет. Но будем видеть дальше. Карта развилка может разное означать, зависит от какие карты рядом. Окей. Есть предупреждение? Да, есть, потому что карта крест. Крест показывает нам события из прошлого. Крест показывает всех тех представителей вашего рода, которые уже отошли в мир иной, и они вам шепчут на ухо. Смотри, не наступай на те же грабли, все мужики все мужики козлы. Вот эти люди, которые вам говорят, что все мужики козлы, их нужно вам избегать, потому что это негативщики. Не бывает так, чтобы люди были козлы. Мужчины тоже не хотят быть козлами. Понимаете, и среди них очень много порядочных, приличных людей, которые показала вам гадалка, на собаку указывала. Но негативщики есть. Это вот такой голос тех предков, которые, не очень счастливую жизнь прожили. А поскольку Земля была наша в 3 измерениях, жила в страхе, в войнах, обидах, так что там есть такие. Но не волнуйтесь, это ключевой страх, он уйдет все равно. Следующее, что вам нужно знать, что по судьбе, девочки, что вам по судьбе, вот что самое главное вам по судьбе, вот именно этот расклад, он в центре, что самое главное по судьбе. Центральный расклад мы продолжаем читать канал гадалки. Итак, самая главная карта здесь, что вам по судьбе, это букет. Потом идет письмо, а потом дерево. Дерево – это по судьбе вам быть счастливой, потому что букет и дерево читаются вместе. У вас очень счастливая судьба. И это касается, во-первых, отношений, конечно. Понятно, потому что букет – это ваша красота, это женская сущность. А гадалка показывала на собаку. Помните, мужчина вам по судьбе, с которым вы будете цвести, как розочка. Прекрасное будет у вас состояние души. Вообще женщины красивые, те, кто счастливы, да? Иногда люди думают, что вот эта женщина некрасивая. Девочки, так не бывает. Все женщины красивые, все мужчины красивые, все люди красивые. Так вот, письмо – это вам по судьбе быть в браке, вам по судьбе иметь союз, вам по судьбе владеть какими-то ценными бумагами, или наследство, или дарственное какие-то деньги большие, да, здесь сберегательные книжки, вложения денежные. Вам по судьбе владеть, вам по судьбе процветать, потому что букет – это процветание. Хорошо, а еще что вам по судьбе? Давайте еще спросим. Все-таки 3 карты недостаточно. Мы хотим узнать, что еще вам по судьбе. Окей, so far so good, все хорошо. А теперь я вам скажу, девочки, так, могу сейчас выключить вообще себя и зажать свой ротик на замочек, да? Могу? Могу. Ротик на замочек, потому что ясно без слов, ясно без слов. Мужчина, вот кто вам по судьбе. И еще сзади мужчины не какая-то змея,
не какая-то лиса и не какие-то крысы. А что сзади мужчины? Обратите, пожалуйста, ваше драгоценное внимание. Кто у вас за спиной у мужчины? Правильно, это перемены в лучшую сторону. Это перемены в жизни вашей в лучшую сторону, когда идет все даже лучше, чем вы мечтали. Вот у нас сигнификатор клевер, да? Сбудется ваша мечта, вы будете счастливы, рыбы, чувства, рыбы, деньги, перемены в доме. Вы переезжаете в новый, более благоустроенный дом, более обеспеченный такой neighborhood, там, где люди живут более обеспеченные, то есть люди будут более культурные, да? Вы переезжаете в новый дом или в новую квартиру красивую в центре города. То есть рыбы – это деньги и чувства, и вас обожает ваш мужчина, вот что вам по судьбе. Дальше спрашиваем, а что в работе? А что будет в работе? А что будет дальше? А может еще какие-то сферы жизни, не только же, извините, любовь. Мне иногда пишут девочки, не только любовь, меня вообще любовь не интересует, некоторые девочки пишут. Скажите о других сферах, пожалуйста. Вы хозяин, барин, я отвечаю на все ваши вопросы. Башня, пожалуйста. Башня – это, во-первых, вы как личность. Да, вы как личность имеете защиту от высших сил, потому что дом в центре. Во-вторых, башня – это профессия, это там, где вы работаете, офис, интернет, если вы на интернете. И у вас дом, работаете в доме, либо работаете в офисе. Это расклад на работу, скорее всего, девочки. Для многих так проиграется. Но проиграется тогда, когда вы будете отсеивать свои моменты, девочки. Отсеивайте, ловите свои моменты. Делайте из этих моментов свою картинку жизни, и какую картинку нарисуете, такую и будете жить. Это законы Вселенной. Дом, счастье, абсолютные перемены в доме. Кто-то переедет абсолютно в новую страну, в новый город. Кто-то построит себе новый дом. Мужчина построит вам новый дом. Вы помните, с какими картами он рядом вышел, да? У него за спиной аисты. А это мужчина вас перевезет на новое ПМЖ, может быть, в новое место, в более шикарное. А, конечно, башня – это прежде всего ваша личность, да? Ваша личность, где вы сами развиваетесь. И вы развиваетесь у себя в доме. Вы хозяюшка, у вас дом полная чаша. У вас романтика, свежий морской ветер. Может быть, вы живете где-то недалеко, лес или речка, озеро или даже море, и у вас все хорошо. Хорошо, а есть ли влияние на вас еще кого-то? Кто сейчас о вас думает? Давайте спросим, кто сейчас о вас думает, да? Угу. Хорошо, плетки. Кто-то много думает, плетки, повторяющиеся движения. Кто-то много думает. Но видите, думают о вас ушедшие. Это хранители вашего рода, девочки. Хранители вашего рода. А ребенок это новые какие-то мысли у хранителей вашего рода. Новые мысли о вас. Они вас настраивают на позитив. Хранители вашего рода, девочки, о вас думают. Вот это интересно, да? Спросила, кто у вас думает, и вышли хранители рода. Карта гроб – это те, кто уже перешли в мир иной. Они вас видят по-новому. Вот этот расклад, он целебный, он убирает негатив. Пожалуйста, перемотайте назад и послушайте что я там говорю вам о том, что есть негативное влияние предков, которые сами в страхе жили и предупреждают вас якобы. Знаете, как такая добрая родственница говорит: смотри, не сделай ошибки. А что, не жить, что ли? Не ошибаться – это значит не жить. А ошибки – это и есть смысл жизни. Да, идем вперед, проходим жизнь. Упал, поднялся. Так ребеночек возрастает и учится ходить, и учится эту жизнь, познает эту жизнь, учится жить. Так что предки-то ваши здесь хорошо вышли. Хранители рода, девочки, выходили. Теперь еще спросим, а что еще вам нужно знать прямо сейчас, да? Какие перемены, девочки, на пороге? Что нужно знать еще? Смотрите, первая карта всадник, она идет на клевер. Это значит, будут какие-то новости, будут какие-то известия, новости, свидания, встречи на природе, при луне, где-то в лесу, в разное время года, но где-то на природе будут встречи, да, на улице просто погулять. То есть будут встречи с тем, кто вас любит. Всадник – это очень часто кавалер. Это человек, который пригласит вас на свидание, если вы еще не женаты. Если женаты, почему? Муж разве не может жену пригласить на прогулку? Может.
Меня, например, муж каждый вечер приглашает на прогулку. И мы каждый вечер идем примерно на час гулять с ним. Свидание у нас такое, мы играем так. Вот как быстро время прилетело. Мы с вами разложили все 36 карт Ленорман. Мы посмотрели, в чем ваша удача. Конечно, удачи у вас очень много, потому что всадник идет. Это известие о любви, о изобилии. Вы будете очень счастливы. И этот расклад поможет вам именно в то время, которое вы для себя загадали. Если вы будете пересматривать расклад, каждый раз что-то новое можно будет из него себе брать, черпать мудрость из этого расклада, получать предсказания на будущее, а также хорошо проводить время с картами, потому что это всегда утешение, это духовная практика, конечно, это всегда утешение. Я вот что сделаю. Когда этот расклад, в общем-то, мы уже его закончили, но не уходите, пожалуйста, потому что я сделаю для вас оберег. Я сделаю энергооберег, отжиг от негатива, потому что там все-таки крысы вышли, и если вам нужно почиститься, вы чувствуете, есть негатив на вас или на вашей паре, будет отжиг, будет вот такой ритуал, мини-ритуал в конце, хорошо? А сейчас я возьму его фото, ваше фото, это у нас такие сильные очень карты, они представляют вас, это голографические двойники, это голографические ваши двойники, это мой авторский метод, и по этому методу вы как будто ко мне сюда пришли, вам не нужно заказывать ни у кого, пусть ваши денежки остаются у вас в кармане, потому что общие расклады, они все делают, по этой причине я и не принимаю, конечно, поскольку я знаю, что могу помочь всем моим подписчикам вот так в общем доступе. Благодарю за лайки, благодарю за финансовую поддержку канала. Сейчас я возьму 2 карты на пасашок, и мы сделаем для вас энергочистку в конце и защиту поставим. Да? Там будет 3 свечи гореть. Я музыки рейки для вас немножко свою включу, где я исполняю музыку. Ну а здесь 2 карты на пасашок. Из той же колоды мы уже все 36 прочитали. Это просто как дополнительно, как бы такая кода, да? Итог, что ли, можно сказать, да. Ну вот, смотрите, Луна – это его нежное к вам ощущение. Он любит вас, он нежный к вам. И я возьму карту якорь для энергооберега. Переходите, девочки, на энергооберег. Всех вас обожаю. И до новых встреч на моих новых видео, а также можно и прошлые видео смотреть. Можно у меня подписаться на учебу, это можно сделать на моем сайте. Ну а я вас оставляю наедине с вашим счастьем. Здесь карты счастья вышли, те, которые были в раскладе. И кому нужна чистка от негатива, пожалуйста, получайте. До новых встреч!